Всем привет, Самиторичан! Представляете, уже полгода прошло, как мы переехали из Токио, точнее из Сайтама, на другой конец Японии, в Фукуока. Поэтому сегодня я хочу сделать небольшое сравнение, как же отличается жизнь в Токио и в Фукуока, потому что это совершенно разные города, и Фукуока находится очень далеко от Токио. Час на самолете, 6 часов на скоростном поезде, это другой конец Японии. Фукуока находится в регионе Кюсю, это самая южная часть Японии, и здесь много что отличается от привычного мне токийского ритма жизни, но также есть много похожих вещей, поэтому сегодня я хочу сравнить и рассказать, как же живется в японской провинции. До переезда в Фукуока мы жили то в Токио, то в Сайтама, то снова в Токио. В общем, я жила где-то 6 лет в Токио и 4 года в Сайтама, но Сайтама это ближайшая к Токио префектура, поэтому ты все равно едешь в Токио гулять, работать и учиться, поэтому я не считаю, что жизнь там сильно отличается, кроме некоторых небольших мелочей, как, допустим, сортировка мусора. Поэтому я буду сравнивать сегодня именно жизнь в Токио с жизнью в Фукуока, одной из самых дальних провинций Японии. И в Японии сейчас пытаются популяризировать идею переезда из Токио, чтобы люди уезжали жить из Токио в другие города, потому что в Токио очень много людей, а в других небольших городах слишком мало людей, но мало кто рассказывает о реальных позитивных и негативных сторонах жизни вне Токио, в провинции, поэтому сегодня я хочу сравнить, как же я прочувствовала эти полгода жизни в Фукуока в 3 пунктах: среда для жизни, стоимость жизни и люди. Это, оказывается, тоже довольно важный пункт. Итак, первое – это среда для жизни. В этом пункте много разных аспектов, как природа, качество воздуха, градоустройство, транспорт и так далее. Трудно сказать, где именно, в Фукуока или в Токио лучшая среда для жизни, потому что это зависит от того, какие у вас приоритеты и что вам важнее. Но начнем с природы. Мне кажется, что природа Фукуока намного не то что лучше, но она ближе, чем в Токио. Недалеко от нашего дома есть очень красивый чистый пляж с белоснежным песком и чистой прозрачной водой. В пределах города есть много красивых пляжей, что очень отличается от Токио, где нет пляжей совершенно. Также Фукуока очень зеленый город, здесь много деревьев, много парков в центре города, и здесь очень близко большие горы. В Токио тоже есть много больших красивых парков в центре города, но также в Токио очень много людей, поэтому природа теряется на фоне всех этих огромных толп. И лично по моим ощущениям Фукуока более зеленая в этом плане. Здесь можно за 20-30 минут на поезде доехать как до пляжа, так и до гор, что очень даже здорово. Но вот по качеству воздуха Фукуока проигрывает Токио, как бы это странно ни звучало, вроде как Фукуока природы больше, горы рядом, леса, но при этом здесь иногда очень плохой воздух. Даже по сравнению с таким большим городом, как в Токио, на удивление, очень хорошие показатели. Там чистый воздух почти всегда, но Фукуока иногда очень плохие показатели, потому что здесь рядом Китай, и к нам сюда приносит ветром разные выхлопы, газы и PM2.5, PM10 и так далее из Китая. Поэтому здесь бывает такое, что очень чистый воздух и прекрасно все, а иногда смог, и ты видишь на горизонте, что горы, которые ты до этого видел четко, они в тумане или просто белые, их не видно. И здесь реально бывают показатели воздуха даже 170, красные цифры, хотя в Токио я такого никогда не видела. В Токио обычно всегда зеленые числа, показатели чистоты воздуха. И это очень сильно влияет на людей, кто аллергики. Конечно, есть показатели, которые влияют на всех, но даже желтые, средние показатели загрязнения воздуха не хорошо для тех, у кого аллергия. Изуми тоже. Я даже заметила, что у Изуми много сейчас именно кашля, и нос закладывает чаще, чем даже у меня. Когда мы жили в Сайтама и в Токио, такое тоже иногда бывало, когда летала пыльца,
но здесь это чаще. Конечно, мы об этом знали до переезда, но последние несколько лет Китай вводит разные ограничения для заводов, поэтому воздух становится все чище, как в Китае, так и в Фукуока. И по сравнению с тем, какой воздух был 10 лет назад, сейчас воздух Фукуока реально очень хороший, по рассказам местных и по данным из интернета. Но он намного хуже, чем воздух, к которому мы привыкли в Токио, а также намного хуже того, что мы ожидали. Я думала, что будет несколько дней весной, когда стоит смог, когда у нас сильный ветер дует из Китая. Но в реальности за полгода, что мы живем в Фукуока, каждый месяц было хотя бы несколько дней, когда был смог. Иногда немного совсем было смога, а иногда реально весь город был белый. И для местных это нормально. Они привыкли к тому, что было раньше еще хуже, и они не замечают смог сейчас в городе. Но для людей, кто к этому не привык, это немного все же кажется... Погода тоже очень важный фактор, хоть Фукуока и находится на юге Японии, это не тропики, и здесь не так влажно и жарко, как на Окинава. Температура и погода здесь не сильно отличается от токийской, буквально на 2-3 градуса выше температура, чем в Токио здесь. И самое холодное время года в Фукуока это январь и февраль. В среднем низкая температура здесь это плюс 3 градуса, и высокая температура в этот сезон это плюс 10, плюс 11 градусов. В Сайтама у нас было в прошлом году минус 5 ночью, что очень холодно, обычно где-то минус 1, минус 2, самая низкая температура в Токио, поэтому да, Фукуока теплее зимой была, и здесь была очень комфортная зима, как мне кажется. Не слишком холодно, но при этом чувствуется, что это зима. И даже несколько раз у нас был снег, что удивительно. Я думала, здесь снега не будет. Но он не лежал, конечно же, сразу таял. Самое жаркое время года в Фукуока это июль и август. В среднем самая низкая температура в это время плюс 24 градуса. И самая высокая в среднем плюс 32 градуса. Но в прошлом году было в Фукуоке и плюс 38 в августе и в сентябре, и плюс 40, поэтому мне кажется, что немного выше все-таки средняя температура здесь сейчас. И по моим ощущениям, не настолько жарче здесь было, чем в Токио, потому что в Токио нет рядом океана и нет этого приятного воздуха с моря, и также в Токио больше асфальта, поэтому мне кажется, что здесь примерно так же жарко, как и в Токио, но мы не жили здесь целое лето еще, поэтому посмотрим. Я, наверное, сниму еще одно видео через ровно год нашего переезда сюда и расскажу вам, как же летом в Фукуоке. Может быть, здесь слишком жарко для нас. Насекомые. Поскольку это юг Японии, здесь насекомые больше размерами и, в принципе, их больше, чем в Токио. Но я пока не видела ни одного огромного знаменитого фукуоковского паука, или сороконожек, или тараканов, хотя я уверена, что их здесь больше, чем в Токио, потому что здесь влажность выше, а насекомые обожают влажность. Но это возможно, потому что мы еще не жили здесь летом, мы были здесь только осенью, зимой и весной, и, возможно, еще холодно для насекомых, поэтому они не вылезли еще, и я их не видела. И поэтому полный обзор на фукуоковских насекомых будет через год, как мы сюда переехали, в конце лета. И я надеюсь, что я не увижу ни одного огромного паука даже этим летом. Но да, их здесь должно быть больше, чем в Токио. Точно могу сказать, что комаров здесь больше. Но это, скорее всего, не потому, что мы находимся в Фукуока, а потому что у нас есть сад вокруг нашего дома, и здесь... в принципе, больше комаров. Катаклизмы. Нигде в мире нет идеального города без единой вероятности стихийного бедствия. А что говорить о Японии, где постоянно происходит землетрясение, у нас каждый год есть сезон тайфунов, иногда бывают обвалы в горах или реки переливаются, иногда могут быть цунами и так далее. В Фукуока больше тайфунов, чем в Токио. Дело в том, что тайфуны образуются и идут на Японию со стороны Тихого океана, и Фукуока ближе находится к месту, где тайфуны образуются. Поэтому сюда они приходят чаще, чем они доходят до Токио и северной части Японии. Что, наверное, минус, но с другой стороны, в Фукуока меньше землетрясений, чем в Токио. Дело в том, что Япония лежит на разломе нескольких плит, и есть
3 больших главных разлома, и Токио лежит прямо на этих разломах. Поэтому Токио, Осака и, в принципе, почти вся центральная Япония, там часто происходят землетрясения. И иногда они бывают очень большие, как, допустим, ровно 100 лет назад было большое великое землетрясение Канто, которое разрушило Токио полностью ровно 100 лет назад. И мы ждем сейчас еще одно большое такое же землетрясение в центральной Японии, потому что у них есть периодичность. И можно предсказать, что землетрясение каждые 30 лет такого-то масштаба, каждые 100 лет такого-то масштаба в этой эрии. Но точно никто не знает, когда именно оно придет и насколько оно будет сильное и разрушительное. Тайфуны же можно предсказать, когда именно он придет и насколько сильный будет ветер, поэтому можно к ним подготовиться. Поэтому и в Фукуока, и в Токио есть свои стихийные бедствия. Что вы предпочитаете больше, тайфуны или землетрясения? Но, конечно же, в Фукуока тоже есть вероятность большого землетрясения. Эта вероятность есть везде, в любом городе в Японии. Просто здесь она немного ниже, чем в Токио. Но, что интересно, последние полгода, что мы здесь живем, не было ни одного даже маленького землетрясения, что довольно необычно. Когда я жила в Токио и в Сайтама, каждые несколько месяцев было хотя бы какое-то, но маленькое землетрясение, которое ты чувствуешь, а здесь нет. Градоустройство. По сравнению с Токио, Фукуока очень маленький и компактный город с хорошо развитой транспортной системой. Из международного аэропорта Фукуока до центра города 8 минут на поезде. Из центра города до пляжа или гор 20 минут на поезде. Все очень близко находится, очень понятное, не заблудишься в этом городе, не нужно тратить много времени или денег на транспорт, не нужно делать много пересадок в разных поездах, поэтому очень удобно жить в этом городе, намного удобнее, чем в Токио в плане передвижения, потому что в Токио ты не доедешь на одном поезде, куда тебе нужно делать много разных пересадок, тратить много денег на транспорт и толкучка это в поездах постоянно. Также аэропорт в Токио находится очень далеко. В Токио 2 аэропорта, Ханеда и Нарита, но и тот находится где-то час-полтора езды до Токио. Это не 8 минут на поезде, это не сравнить, конечно же. Компактность — это и плюс, и минус Фукуоки. Мне очень нравится, что здесь так удобно передвигаться по городу, и все очень близко находится. Но, с другой стороны, компактность также обозначает, что здесь мало что есть. По сравнению с Токио, конечно же. Если ты никогда не был в Токио, то Фукуока может тебя устроить. Но, зная жизнь в Токио, где находятся самые крупные музеи в Японии, самые большие зоопарки, самые крутые и интересные районы, все самое-самое находится в Токио, конечно же. И также вокруг Токио много интересных префектур и мест для путешествий, как та же Йокогама, Нагано, Яманаши и так далее. В Фукуока, в самом городе, мало что есть. Здесь тоже есть музеи, зоопарки, выставки и тому подобное, но мы уже везде были, мне кажется, за эти полгода, и редко новое появляется что-то, в отличие от Токио, где постоянно что-то новое, конечно же, есть. И также вокруг Фукуока мало что есть. То есть мы хотим куда-то поехать, но вокруг Фукуока не так много интересных мест, как вокруг Токио. Да, здесь есть Нагасаки, Кумамото, другие префектуры вокруг Фукуока тоже есть, но они не настолько популярные для туризма, поэтому там не так много интересных вещей и развлечений, как в той же Йокогама, конечно же, и даже Нагано, как мне кажется. Поэтому здесь зависит от человека, скажем так, но мне кажется, что вокруг Фукуока мало что есть делать, и вот сам город мы уже почти полностью посмотрели. И последний, но не менее важный пункт в среде для жизни – это мусор. В Японии сортируют мусор на разные категории, и в разных городах разные правила. В Сайтама и Токио, где мы жили, были похожие правила. Можно было выкидывать мусор в любые пакеты. Есть районы в Токио, где нужно покупать специальные пакеты с названием города и даже иногда писать свое имя. Но там, где мы жили, можно было выкидывать в любой пакет. Мы сортировали мусор на сгораемый. Это бумага, разные отходы от еды, пластиковые бутылки,
железные банки, консервы, стеклянные банки, картонный мусор, несгораемый мусор. И в Японии нельзя выкидывать мусор в любое время просто в контейнер, потому что у нас их нет. Выносить нужно мусор в определенное время, в определенные дни, определенный мусор. И в Токио и Сайтама мы выкидывали мусор, сгораемый 2 раза в неделю до 8 утра нужно вынести на улицу. Также пластиковые бутылки, железные бутылки, консервы, все вот такое мы выкидывали 1 раз в неделю. Картонные бумажки тоже раз в неделю. И несгораемый мусор, по-моему, раз в месяц или 2 раза в месяц. Бывают апартаменты, где есть мусорная комната, куда можно выкинуть мусор в любое время, но это скорее редкость, поэтому нужно соблюдать вот это вот расписание и выносить мусор утром до 8 утра. Если ты не успел, то ты с мусором живешь неделю вместе в квартире, что не очень приятно, если это отходы от еды. Это не очень удобно. Также считается, что выносить мусор с вечера это нехорошо. Могут даже жалобы написать. Но бывает такое, что утром проспал и не успел выкинуть мусор до 8 утра, или ты спешишь на работу и не успел выкинуть мусор, что мне в Токио не очень нравилось. В Фукуока же совершенно другая система, как выкидывают мусор. Сортируют тут примерно так же. В нашем районе используют платные пакеты, но это не редкость. В Японии много такое есть. Это не очень удобно и немного дорого, но самое большое отличие это то, что Фукуока выкидывает мусор вечером. Здесь выносят мусор после 10 вечера и забирают его в 2-3 ночи. И это невероятно удобно. Почему во всей Японии так не сделают? Ты приходишь с работы и выкидываешь мусор. Тебе не нужно утром просыпаться до 8 утра и выкидывать его, бежать за мусорщиками. Заберите мой пакет с мусором. Ты делаешь это вечером. Также в Токио, когда забирают мусор, это делают очень громко. Они всегда громко кричат: «Давай, давай, паркуйся, я кидаю мусор». Все это происходит очень громко и неудобно для тех, кто спит долго. В Фукуока, хоть это делают, мусор забирают ночью, я ни разу не проснулась от этих звуков. Они делают это как будто молча, очень тихо. И я считаю, что это здорово. Мне нравится Фукуока больше, выброс мусора вечером. Но минус: здесь выкидывают пластиковые, стеклянные и железные бутылки, банки только раз в месяц. И у нас за месяц скапливается много таких отходов, что не очень удобно. А также здесь не выкидывают картон. Я не знаю почему. Здесь не забирают картон. Нельзя, как в Токио, выкинуть раз в неделю картон. Нужно ехать в специальное отделение или в специальные какие-то центры переработки и там выкидывать картонные коробки. А поскольку мы много используем разные сервисы доставки, Amazon и так далее, у нас скапливается очень много коробок, что тоже не очень удобно. Второе – это стоимость жизни. Казалось бы, что Фукуока должна быть дешевле Токио, поскольку это провинция, а столица всегда дороже. Но не все так однозначно. В Фукуока намного дешевле питание, чем в Токио. Особенно я заметила здесь дешевле походы в разные кафе, бары и рестораны. Допустим, с учетом алкоголя, еды и всего-всего на двоих, мы можем здесь поужинать на 6-7 тысяч йен. Это где-то 50-60 долларов с алкоголем. В Токио же где-то 8-10 тысяч йен на двоих с алкоголем будет ужин. И это в 1,5 раза дороже, чем в Фукуоке. Продукты здесь тоже немного дешевле, чем в Токио. В Японии нет огромной разницы в стоимости товаров и продуктов в зависимости от города, но Фукуока все же немного дешевле, потому что здесь много местных овощей, которые не нужно далеко везти, поэтому здесь они стоят дешевле. И рыба тоже здесь стоит немного дешевле, потому что здесь порт рядом, и тут ее вылавливают, поэтому да, она дешевле, чем в Токио. Поэтому касательно еды здесь дешевле. Но вот транспорт здесь дороже. Проезд на поезде в Фукуока стоит дороже, чем проезд на поезде в Токио. А также здесь желательно иметь машину. Конечно, можно жить без машины в Фукуока, но удобнее с машиной. В
В Токио легче жить без машины, скажу так. Там дороже иметь машину. Там стоит дорого парковки и так далее. В Фукуока не так дорого, конечно же, парковка, как в Токио. Но сам факт того, что нужно иметь машину для жизни, делает транспорт здесь дороже, чем в Токио. И, конечно же, недвижимость. С ней не так все однозначно, как казалось бы. Аренда в Фукуока намного дешевле, чем в Токио. Я бы сказала, в 1,5-2 раза дешевле. Мы снимаем огромный дом с садом, 100 квадратных метров. Это очень большой дом для Японии. И он стоит в месяц 130 тысяч йен, это где-то $1000. И в Токио вы не найдете такой большой дом за такую цену. Мы снимали в Токио 45 квадратных метров квартиру за 160 тысяч йен, это где-то $1500. Поэтому в Фукуока реально дешево снимать в аренду дома и квартиры. Но вот покупать недвижимость, на удивление, здесь не так дешево, не в 2 раза дешевле, чем в Токио. Конечно, в центре Токио огромные цены заоблачные, мы не рассматриваем их. Но, допустим, на окраине Токио есть вполне нормальные по стоимости дома. Конечно, да, они маленькие, но можно купить в кредит. И в Фукуока такая же стоимость на дома, если их покупать. Что для меня удивительно. Мне казалось, что здесь покупать дом будет стоить тоже в 2 раза дешевле, чем в Токио. Но вот оказывается, что не такая большая разница, если не брать, конечно же, в учет самый центр Токио. И именно насчет покупки недвижимости я давно говорила, что мы хотим свой дом, но получается так, что в Фукуока купить дом стоит столько же, сколько и в окраине Токио или где-нибудь недалеко от Токио, та же Сайтама, Йокогама, Чиба и так далее. И третье — это люди и разница менталитетов, скажем так. Фукуока, конечно же, выигрывает тем, что здесь намного меньше людей. Тут всего лишь 1,5 миллиона людей живет, в то время как в Токио 37 миллионов людей. Поэтому здесь нет такого перенаселения в этом городе, как в Токио, не так много толп, не так много очередей, и чувствуешь, что можно дышать полной грудью, а не вот так вот. Также здесь очень мало туристов. Здесь есть туристы, в основном из Кореи и Китая, но их намного меньше, опять же, чем в Токио. Это, пожалуй, единственные плюсы, которые есть здесь в категории «люди». Это не статистика, это мои личные ощущения, но мне кажется, что в Фукуока съезжается много японцев не из Токио, а только с острова Кюсю. А здесь, кроме Фукуока, все остальное — это довольно маленькие города. Поэтому многие японцы, с кем я общалась здесь, никогда даже в Токио не были. Не говоря уже о том, что никогда не жили в других городах Японии, кроме Фукуока и своего родного маленького города. Никогда не были за границей. С кем из японцев я здесь не общалась, я ни одного японца пока не знаю, кто был бы за границей. И никто не говорит на английском языке, понятное дело. Японцы, в принципе, не очень на английском говорят. Но по сравнению с Токио, где много японцев из разных городов, кто приезжает в Токио по работе, и много путешествует по всей Японии, и за границу тоже ездят и путешествовать, и по работе. Фукуока, мне кажется, что таких людей довольно мало. И это касается не только японцев, но и иностранцев. Многие иностранцы, кого я здесь встретила, они приехали в Японию впервые в Фукуока. Они не были в Токио или в других городах. И поэтому, мало иностранцев, как я, кто и в Токио жил, и потом такой: я хочу в Фукуока жить, переехал в Фукуока. Это редкость, потому что мало у кого есть такая работа, что можно взять и переехать. Поэтому я пока не встречала здесь иностранцев, кто переехал бы из Токио по своему желанию сюда, как и японцев, кто переехал бы тоже из Токио. Несколько знаю, но в основном мало таких, как мне кажется. И исходя из этого, здесь больше, чем в Токио, японцев, кто каменеет при виде иностранца. Не скажу, что здесь какая-то сильная дискриминация или неприятно по улицам ходить и так далее, но немного чувствуется, что люди здесь менее привыкшие к иностранцам, чем в Токио, конечно же, и даже в Сайтама, потому что там намного больше иностранцев живет, чем в Фукуока. И
Не было каких-то, конечно, таких прямо, ну, из ряда выходящих случаев у меня здесь. Один был случай, я прям испугалась. Мы только переехали в Фукуока, буквально месяц или сколько прошло, и мы стоим на автобусной остановке с Изами, разговариваем. Идет дедушка. Очень далеко, он был, наверное, метров 20 еще до нас. И вдруг начинает что-то нам орать. Дедулька лет 80-90 с палочкой, в очках солнцезащитных почему-то. И начинает нам что-то орать. И я слышу, что он кричит типа: «Ты чё, иностранка, гайджин?» А мы еще в масках тогда стояли. И я такая думаю, да, какой-то проигнорирую. И Изами сразу, он такое не любит, он так прямо встал, и дедушка подходит к нам ближе и начинает как бы лицом мне говорить, типа: «А ты чё, иностранка, да? А откуда ты, чё?» Именно с таким как наездом. И Изами не выдерживает и говорит ему: «Между прочим, гайджин, типа иностранец, это не очень приличное, не очень хорошее слово, как иностранцев называют. Лучше говорить гайкокожин». И он Изами говорит дедушке: «Вы ведете себя неприлично». На что этот дедушка ему говорит: «А ты откуда? Ты что, тоже иностранец?» И Изами такой типа: я вообще-то японец». Дедушка прям так: «Ага». И тоже испугался, не понял, почему его называют неприличным. Он вообще не из того времени, когда гайджин это плохое слово. Развернулся и ушел. То есть он даже не я думала, что он хотя бы хочет в очередь стать, автобус ждет. А он просто подошел крикнуть мне, что я иностранка, и ушел дальше. Причем, когда я ему говорила, что типа что-то отвечала, он еще не слышал, что я ему отвечала. То есть глаза у него хорошие, видимо, а уши все. Боже, я немножко была в шоке, но за 10 лет Японии это впервые со мной такое. Я слышала от знакомых, кто живет в Чиба, это тоже близлежащая префектура к Токио, что у них были похожие случаи. Но лично со мной такое впервые. И вроде и смешно, и грустно одновременно. Поэтому да, в Фукуока такое немного чаще происходит, чем в Токио, по моим ощущениям. Но не скажу, что прямо, ну, очень это беспокоит меня. Еще одна вещь насчет контингента. Опять же, это не статистика, но я слышала от многих знакомых, кто тоже в Фукуока живет, что здесь намного больше, чем в Токио, разных проституточных, хост-клубов и так далее. Поэтому сюда съезжается много девушек из разных ближайших деревушек работать. И также здесь больше янки. Янки — это так называемые хулиганы. И у нас иногда здесь слышно прямо возле дома на мопедах ездят прямо скопление этих хулиганов, и они прямо так смачно, громко на них ездят, показать, какие они, видно, крутые, ночью иногда. И в Токио такого никогда не было, если там строже это контролируется. Здесь такое, видимо, периодически бывает. Вроде как тоже этого намного меньше, чем было раньше, но вот оказывается такое вот в Фукуока есть. Если подытожить, то среда для жизни, я считаю, что и в Фукуока, и в Токио есть свои и положительные, и отрицательные стороны, поэтому 50 на 50, я бы сказала. Стоимость жизни в Фукуока дешевле, чем в Токио, если в общем смотреть. Люди здесь, скорее всего, мне Токио, наверное, ближе, чем Фукуока. Возможно, потому что я привыкла за 10 лет к такой жизни, как в Токио, и к таким людям, как там живут. Поэтому пока трудно сказать, проигрывает или выигрывает Фукуока на фоне Токио. Конечно, сравнивать, наверное, не очень справедливо самый большой город в Японии, столицу, с провинцией. Если сравнивать Фукуоку с Сайтамой, то Фукуока 100% выигрывает. С Токио можно еще подумать. Поэтому более подробные итоги нашего переезда я сниму через год, как пройдет год нашего переезда. Поэтому надеюсь, что вам было интересно и полезно это видео. Какой город вам нравится больше из моего рассказа? Токио или Фукуока? Или, может быть, есть другой город, который бы вы хотели посетить или переехать жить? Жду ваших комментариев. Увидимся еще. Всем пока!